Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И в этом традиционном видео мы встречаемся, чтобы просто поболтать, чтобы просто поговорить, узнать, как у вас дела, как у меня дела, что было нового, какие планы на следующий месяц. Берите что-нибудь вкусное, наливайте чай, кофе или что вы пьете. У меня смузи. И давайте начнем. Вы видите, что я в необычном месте. Здесь у меня красивый зеленый фон, растения. Я сейчас сижу в кафе, и одна из причин, почему я записываю это видео в кафе, а не дома, ну потому что я не могу. Я говорила в прошлом видео, что мы переехали в новую квартиру, и мне эта квартира очень не нравится. Ну, точнее, это нормальная квартира, она неплохая, там нет ничего ужасного, но она очень темная. Поэтому, если я хочу записывать видео, то я просто не могу найти место, я не могу найти удобное, комфортное место, чтобы все выглядело красиво. И поэтому, например, я пришла сегодня в кафе, чтобы записывать это видео. Почему еще мне не нравится эта квартира? Наверное, у меня просто плохая ассоциация, у меня плохие ассоциации. Потому что, когда мы переезжали и когда мы перевозили вещи из старой квартиры в новую квартиру, я упала с велосипеда. Я ехала на велосипеде, у меня был тяжелый рюкзак, и да, и я остановилась и упала. И этот тяжелый рюкзак просто меня потащил назад, в бок, и я упала. И я разбила коленку. Хотя это было не смертельно, не страшно. Я, слава богу, ничего не повредила, но было много крови, и эта рана была достаточно глубокая. Поэтому весь месяц, уже 4 недели, у меня до сих пор это открытая рана на колене, поэтому я не могу нормально тренироваться. Ну, хотя я уже начала тренироваться снова, но я не могла тренироваться раньше. И я уже рассказывала вам историю об одной моей подруге, э, которая сломала колено. Она тоже упала с велосипеда и сломала колено здесь, в Буэнос-Айресе. И у нее была очень тяжелая операция, у нее очень тяжелый период восстановления. И мне было так страшно, что вдруг я тоже себе что-нибудь сломала. Но у меня есть такой страх, что вдруг что-нибудь случится такое серьезное, а я в другой стране, и мне от этого немного не по себе, немного страшно. Да, и поэтому мой февраль был не очень приятным. Я только недавно, ну, может быть, ладно, 1,5-2 недели назад начала снова тренироваться. Сейчас я хожу в зал, в тренажерный зал, ходить по дорожке и читать книги. Потому что раньше, например, когда я ходила по дорожке, то я слушала подкасты или смотрела какие-то видео, но сейчас мне кажется это скучным. И сейчас я беру книжки и хожу по дорожке и читаю. Что я читаю, что я прочитала в этом месяце? Ну, например, я читаю сейчас «Идиота». Я об этом говорила в прошлом видео. Я прочитала «Человека-амфибию». Кстати, советую эту книгу для всех, кто изучает русский язык. Там очень понятная лексика, книга не очень большая, и есть фильм, тоже приятно потом посмотреть. Третья книга, которую я читала, это «Покорность» французского писателя Уэльбека. И эта книга была для читательского клуба. Она такая очень провокационная, конечно. Эта книга очень провокационная. И последняя книга, которую я читала, это «Indestructible». А, Такой нон-фикшн о том, как уметь фокусироваться в нашем современном мире. А вы знаете, что это моя, это моя проблема. Я об этом говорю каждый раз. Ну и, конечно, я продолжаю читать Библию. Я закончила читать 5-ю книгу. Мы называем это Пятикнижье Моисея. Вы бы знали, я пыталась выговорить слово «пятикнижье». Это так сложно, «пятикнижье». Так вот, да, я прочитала эти 5 книг, и сейчас я уже лучше понимаю эту метафорику.
все эти метафоры и вообще стиль повествования, что нет смысла сравнивать Библию и древние писания с современным миром и перекладывать современную мораль на то, что было 2000 лет назад и даже раньше. Поэтому сейчас я читаю немного по-другому. И вообще за февраль я открыла для себя несколько новых хобби. Я заказала стилус, специальный карандаш для планшета, чтобы можно было по-новому делать видео Learn Russian with News. Вы, наверное, заметили, что их давно не было на канале. Но если честно, вы видели последние новости? Это же вообще сумасшедший дом. Я не знаю, на что реагировать, потому что каждый день происходит что-то новое. И я думаю, ладно, я не буду снимать видео на эти темы. Но я все равно планирую продолжать делать Learn Russian with News, поэтому оставайтесь на канале. И я снова начала рисовать. Когда-то очень-очень давно я рисовала, я даже ходила на несколько занятий в художественную школу. И да, сейчас я рисую на iPad. Потом в этом месяце я писала эссе, писала сочинение просто для себя, потому что я хочу научиться говорить лучше, научиться думать более глубоко. Поэтому я решила начать эту практику писать эссе. Короткие, просто для себя, для практики. Надеюсь, что мои видео тоже станут лучше, и я смогу лучше выражать свои мысли. Надеюсь. В прошлом видео я рассказывала о своей новой идее спринтов, которые я делаю для изучающих русский язык. И он закончился, первый спринт закончился, и мы говорили о фонетике, о произношении, и мне кажется, все прошло просто супер, особенно для первого раза, и мы начинаем новый спринт в понедельник. Если вы когда-нибудь хотели учить русский язык со мной, сейчас самое время, и спринты — это то место, которое я всем вам советую. Мы там каждый раз выбираем новую тему. В марте мы будем говорить о науках. В марте мы будем говорить о базовых терминах научных, будем вспоминать числительное, потому что когда мы говорим о науке, нужно вспоминать числительное, нужно говорить о числительных. Мы будем тоже говорить о пассивном залоге, потому что когда мы говорим о науке, когда мы говорим об изобретениях, когда мы говорим об открытиях, нам нужен пассивный залог. И, конечно, мы будем смотреть и брать аутентичные материалы, чтобы вы могли лучше понимать носителей, чтобы вы могли лучше говорить с носителями. Поэтому присоединяйтесь, ссылка в описании. Спринт — это трехнедельная программа от простого к сложному. На первой неделе мы разбираем теорию, на второй неделе мы практикуемся, и на третьей неделе мы читаем, смотрим аутентичные материалы. За эти 3 недели у нас будет 3 встречи: вебинар, разговорный клуб и встреча с носителем. И я думаю, что этот формат идеально подходит для тех, кто на уровне Б, на среднем уровне, может быть А2+, может быть С1-. И если вы чувствуете, что вам нужна система, что вам нужна поддержка, что вам нужна обратная связь, что вы хотите перейти на следующий уровень, я вас агитирую, приходите, вам понравится. Что еще было интересного в феврале? Мне кажется, что в феврале я очень часто встречалась с друзьями, мы ходили на квизы, я была на днях рождениях и вообще ходила гулять, встречаться с друзьями. Уже говорила, что я ходила в книжный клуб, я сейчас в книжном клубе. Если вам тоже нужен какой-то клуб, это наши спринты, приходите. И из моих планов на март. В марте будет мой день рождения, и я уже приготовила для вас кое-что. Надеюсь, вам понравится. В конце марта. Мой день рождения 24 марта, поэтому готовьтесь. Будет, будем праздновать. Во-вторых, в марте я снова переезжаю уже в Ла-Плату. Это другой город в Аргентине, и надеюсь, там квартира будет более видеогеничная. И надеюсь, у меня там не будет таких проблем записывать видео. И да, наверное, вы видели. Если вы не видели, то я сейчас скажу. У меня было видео о том, как найти своего преподавателя русского языка. И это видео было сделано в коллаборации с iTalki. И я решила, что я буду делать подобные видео с коллаборациями с другими компаниями, брендами каждый месяц. Я просто хотела вам это сказать, чтобы вы не удивлялись. И что еще я не сказала?
Ну да, в общем, этот месяц был не очень хорошим, но это значит, что будет лучше. Правильно? Правильно. Напишите, как ваши дела, и до скорого. Пока.